Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настроить выгрузку заказов сайта на платформе InSales в Y-Clients. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать все новые заказы с сайта на InSales в другие системы. Например, в Y-Clients вести учет новых обращений клиентов удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных InSales. Теперь необходимо указать действие «Загрузить заказы по дате создания». Теперь необходимо подключить ваш личный кабинет InSales к системе Apex Drive. Необходимо указать домен, идентификатор и пароль. Скопируйте доменное имя из адресной строки InSales без дополнительных символов. Далее необходимо перейти в личный кабинет InSales. В этом разделе вам необходимо создать новый API-ключ. Дайте ему название или можете использовать название сервиса, в который передаете данные. Далее скопируйте идентификатор и пароль и вставьте соответствующие поля в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройки. Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Y-Clients. Теперь необходимо указать действие «Отправка клиентов». На этом этапе необходимо подключить ваш Y-Clients к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать ключ API. Его вы сможете найти в нашей справке Y-Clients в приеме данных, так как он является одинаковым для всех пользователей. Ссылка на справку будет в описании к этому ролику. Далее необходимо указать логин и пароль пользователя Y-Clients. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, нужно нажать Enter.
Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные» в Why Clients. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек и интеграций и удачи!